Всем привет, меня зовут Надя, пошел уже, наверное, 3-й либо же 4-й месяц моей жизни в Сеуле, и у меня наконец-то закончился весенний семестр в Корейском университете. А это значит, что наступило время прогулок по Сеулу, поиска интересных мест, а также интересных локаций. Именно о них я и буду рассказывать в этом видео. Первое место, куда я отправилась после сдачи экзаменов, был мастер-класс и тренировка от Корейского культурного центра. Каждую неделю центр проводит различные активности и мастер-классы, связанные с корейской культурой, и чаще всего сюда приходят именно иностранцы. А еще здесь довольно много русскоговорящих ребят, поэтому найти новых знакомых на таких мероприятиях очень и очень легко. После окончания экзаменов очень сильно хотелось побольше погулять по Сеулу и поисследовать разные места. В Сеуле огромное количество интересных локаций, и туристы, впервые попадая в Корею, конечно же, идут смотреть на традиционные деревни. И вместо самой известной деревни Покчон мы отправились в соседний район, который называется Сочон. Здесь намного меньше туристов и больше интересных и действительно аутентичных заведений. Нашей главной целью стала небольшая кофейня, совмещенная с библиотекой, история которой насчитывает несколько десятков лет. Казалось, что это настоящий аутентичный книжный магазин, который сохранился в своем первоначальном виде. И более того, в этом магазинчике есть кафе, которое посещал сам РМ из BTS, и поэтому здесь огромное количество рисунков с ним, фотографий, также разных посланий от армии, которые они оставили. Например, вот самые-самые свежие — это как раз-таки те пожелания, которые ему оставляли фанаты после его возвращения из армии. В этом же районе можно найти много кафе и ресторанов с вкусной корейской едой. Лучшие ресторанчики и кафе в Корее — это всегда традиционные щиктаны, в которых работают либо же с семьей, либо же в которых работают очень небольшое количество сотрудников. Чаще всего здесь еда, она самая-самая вкусная, цены самые приятные, и вообще хочется сюда возвращаться. В другой день я отправилась в Олимпийский парк, который находится к северу от Хангана. Это место радует своей невероятно спокойной атмосферой. Мы буквально гуляли там утром понедельника, поэтому людей было совсем немного, и красивыми пейзажами. Здесь даже есть своя знаменитая локация — небольшое дерево в центре поля, с которым любят фотографироваться корейские пары. Это место просто идеально для спокойных и умиротворенных прогулок, а еще для проведения различных пикников. Ну и, конечно же, какая прогулка без вкусного ужина. На этот раз мы отправились в тайский ресторанчик, который находится в районе Чамсиль. В конце июня, начале июля в Корее начинается сезон дождей под названием Чанма, который вносит свои коррективы в идеи времяпрепровождения в Сеуле. Погода окончательно испортилась, идет дождь, но мы для того, чтобы хоть как-то справиться со стрессом, который испытали во время недели учебы, идем сейчас на бейкинг-класс. Мне показалось, что в Корее мастер-классы любят все без исключения. В Сеуле можно найти мастер-классы на любой вкус, по созданию украшений, печати и традиционных столовых приборов. А мы в этот раз отправились на мастер-класс по созданию десертов. Пусть он был недолгим и не очень сложным, тем не менее это было интересно и весело. Еще одна локация, которую я хочу вам порекомендовать, называется Seoul Soup, либо же Сеульский лес. Это большая-большая парковая территория, возможно, самая известная в Сеуле, где каждый сезон огромное количество людей. Сюда приходят весной для того, чтобы посмотреть на цветение вишни, летом для того, чтобы погулять, позаниматься спортом, провести время, посетить разные мероприятия. Здесь также есть целая оранжерея, а также парк бабочек, которые тоже стоит посетить. Вход сюда абсолютно бесплатный, но эмоции, которые вы здесь получаете, бесценны. Это идеальный вариант для того, чтобы провести здесь дождливый день, которых во время периода Чанма довольно много. До или после прогулки по парку нужно обязательно заглянуть в район Сонсу. Район Сонсу стал популярным всего лишь пару лет назад, и здесь располагается огромное количество модных магазинов, а также pop-up сторов, временных магазинов больших брендов, которые рекламируют таким образом свои новые коллекции и новую продукцию. Изначально район Сонсу был ничем не примечателен и отличался лишь низкой арендной платой. Именно поэтому его и облюбовали большие бренды, которые хотели найти места для рекламы
рекламы своей продукции, при этом тратя небольшие деньги. Сеул невероятно большой и интересный мегаполис, в котором есть огромное количество самых разнообразных мест, которые своим контрастом и создают неповторимый стиль этого города. Поэтому я надеюсь, что в этом видео вы смогли увидеть какие-то новые места и новые локации для прогулок и посещения. Надеюсь, что это было интересно. Всем спасибо и всем пока!